Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем дно, но уже из шнура 5 миллиметров. При том, что я уже неоднократно показывала и рассказывала, как вязать овальное дно, все равно поступает куча вопросов о том, как связать дно из шнура 5 миллиметров. Вы показали из шнура 3 миллиметра, а чем они отличаются, да? Или как связать дно из пряжи, но тут разницы совершенно никакой нету, все донышки вяжутся абсолютно одинаково. Единственное, что меняется, то есть это цепочка из воздушных петель и количество рядов. То есть чем больше вы хотите ваше дно, тем больше петель вы набираете в свою воздушную цепочку. Чем шире вы хотите дно, соответственно, тем больше рядов вы вяжете. Теперь вот это дно мы с вами будем вязать из шнура 5 миллиметров. Я буду использовать карамель. Здесь у меня идет цвет Баунти, шнур карамель 5 миллиметров, длина мотка 75 метров, вес 200 грамм. Если это кому интересно. Крючок для вязания мы будем использовать размер номер 5. Вы можете использовать любой размер шнура, будь то 3 мм, будь то 5 мм, 4 может это даже будет шнур с сердечником, да, или трикотажная пряжа. То есть здесь не важен материал, здесь важно понять принцип вязания. Все остальное вам будет потом в процессе, впоследствии легко рассчитать. Кстати, именно это дно мы с вами будем использовать в следующем моем видео по вязанию сумочки Шарлотты. Так что смотрите внимательно, если будете вязать эту сумку, набирайте тоже количество воздушных петель, вяжите такое же количество рядов. Потом переходите по ссылке в конце видео, также эту ссылку я оставлю вам в описании. И продолжим вязать уже сумочку в новом видео. А пока давайте покажу, как связать вот это вот дно. Ну что, начнем мы с вами, как всегда, с того, что откроем моток. И немножечко прираспустим его. Старайтесь распускать именно в одну сторону, чтобы у вас нить не перекручивалась. Вот таким вот образом. Далее, как обычно, оставляем хвостик для закрытия ряда. Можете оставить небольшой хвостик, в принципе, чтобы он вам сейчас сильно не мешался. И впоследствии потом просто удлинить его, когда вы перейдете на вязание непосредственно самой сумки. А пока мы оставляем небольшой хвостик, примерно сантиметров 50-60, и начинаем вязать. Вот таким вот образом, смотрите, наш хвостик мы подкладываем под рабочую нить, формируем вот такую вот петельку. Вставляем крючок в образовавшуюся петлю и провязываем ее. Вот что у нас с вами должно будет получиться. Меняем положение крючка, чтобы петля не перекрутилась. И продолжаем набор. Для набора нашего дна нам нужно набрать 18 воздушных петель. Вот это вот первая петелька, ее мы тоже с вами считаем. Далее 2, 3, 4, 17 и 18. Вот такая вот цепочка у нас с вами должна получиться. Далее, смотрите, во вторую петлю от крючка, вот она первая, вот вторая. Во вторую петлю от крючка мы вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем петельку. Провязываем, у нас получается столбик. И обратите внимание, вот в этой петле у нас получилось 2 столбика. Вот этот столбик получился за счет того, что мы пропустили одну петлю. Далее у нас идет следующая воздушная петля. Мы вставляем крючок в нее, вытягиваем петельку и провязываем. Вот что у нас получается. Далее следующая петля и провязали. Вот так вот. Таким образом мы с вами довязываем до конца нашей цепочки из воздушных петель, не довязывая в конце вот эту вот последнюю петельку. Подошли к концу ряда, провязываем последний столбик. И вот у нас с вами осталась самая первая наша воздушная петля, которую мы сформировали с вами в начале ряда. В нее нам нужно провязать 3 столбика в одну петлю. Вставили первый столбик, далее в эту же петельку мы вставляем крючок, провязываем второй столбик. И в эту же петельку провязываем третий столбик. Вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот поворот. Петельку можно затянуть, чтобы у нас здесь не было такой большой дырочки. Далее наш хвостик нам нужно вложить в вязание и спрятать его в наше полотно вот до этого момента. Смотрите,
У нас идут вот такие вот полупетельки остались от воздушных петель. Мы вставляем крючок в самую первую, которая у нас есть. Наш хвостик лежит у нас на крючке. Вытянули петлю, провязали. Далее вот у нас идет следующая воздушная петля. Вытянули петлю, провязали. Не забыли хвостик положить на крючок. Далее вот у нас идет следующая воздушная петля. Вставляем крючок и провязываем. Вот что у нас с вами получается. Хвостик наш остается в вязании. Далее продолжаем вязать каждую полупетельку по одному столбику до конца нашего ряда. Итак, подходим к концу ряда. У нас остался последний столбик. И далее вот здесь вот у нас получается, оно у нас немножко стянуто. Вот так вот разворачиваем. Вот видите, первая петля, вот вторая петля. И в эту же дырочку нам нужно провязать третью петлю поворота. Вставляем крючок, вытягиваем петельку и далее закрываем ряд. Берем наш хвостик, который у нас остался после ввязывания, и вытягиваем его. Вот так. Вот видите, ходит наша петелька, это рабочая нить. Далее нам нужно сформировать вот такую вот вершину. Вот, обратите внимание, первый столбик и вот его вершина. Вставляем крючок с обратной стороны под вершину столбика. Захватываем хвостик и вытягиваем его наизнанку. Вот таким вот образом. Видите? Далее с обратной стороны, вот он наш последний столбик, да, перемычка нашего последнего столбика. У каждого из них есть вот такие перемычки сзади. Вставляем крючок под перемычку и в середину вершины. Видите, вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Далее все это дело хорошенько поправляем, подтягиваем. И вот что у нас получается. Обратите внимание, красивое бесшовное соединение. Вот так. Теперь давайте разберем поближе, что у нас с вами в итоге должно было получиться и куда делись 18 воздушных петель. Итак, во-первых, первые 15 воздушных петель у нас остались вот здесь посередине. То есть, если мы посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот он последний 15. 15 столбиков у нас посередине, по центру, по прямой. Далее еще 2 воздушные петли, это 16 и 17, у нас остались вот здесь вот посередине, да, то есть в них мы провязали наши повороты. И 18 петля, это воздушная петля подъема, которая у нас образовала, вот видите, вот третий вот этот вот столбик поворота в самом начале. Ну а теперь давайте перейдем к вязанию нашего первого ряда. Вот этот ряд у нас идет как вспомогательный. Так, находим нашу рабочую нить, хвостик убираем в сторону, чтобы не запутаться. И обратите внимание, вот он наш последний столбик. В каждом новом ряду в начале ряда мы с вами будем отступать на шаг назад. То есть начинать ряд мы будем с вами не с одного и того же столбика, да, первого, а из последнего столбика нашего предыдущего ряда. Вот в этот столбик мы сейчас с вами вставим крючок. Итак, находим середину нашего столбика, вот она, видите, это галочка, и вставляем крючок ровно в середину нашего последнего столбика. Вот таким вот образом, видите? Далее захватываем нить, вытягиваем петельку, провязали первый столбик. Далее в эту же петельку, то есть сюда же мы вставляем крючок и вывязываем второй столбик. Сделали первую прибавку. Далее, вот смотрите, я вот сейчас так пальчиком выдавлю, вот он наш второй столбик. Это воздушная петля, которую мы с вами делали в самом начале и которая нас сформировала впоследствии вот этот вот второй столбик. В середину этого столбика будет немножечко сложно это сделать. Вставляем крючок и вытягиваем первый столбик нашей прибавки. Вот так вот. Далее снова в середину вставляем крючок и вывязываем второй столбик нашей прибавки. Вот так. И вот он, смотрите, наш третий поворотный столбик. Точно так же в середину нашего столбика мы вставляем крючок и вывязываем еще 2 столбика нашей прибавки. Вот так. И вот таким вот образом будет выглядеть наш поворот.
Далее по прямой у нас идет 15 столбиков. Давайте вместе с вами их посчитаем. Первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11. Так, ниточка у меня немножко закончилась. 12, 13, 14 и последний 15 столбик по прямой без прибавок мы с вами провязали. И как раз подошли к следующему нашему повороту. Точно так же, как и с этой стороны, мы с вами делаем вот в эти 3 центральных столбика по 2 прибавки. Находим первый столбик, вставляем крючок в середину нашего столбика и вытягиваем первый столбик нашей прибавки. Далее снова сюда же вставляем крючок и вытягиваем второй столбик прибавки. Вот здесь вот в самом начале это будет сделать немножечко сложно, потому что столбики все-таки у нас немножечко подтянутые, немножечко они маленькие, поэтому все это дело будет туго заходить. Не переживайте, следующий ряд будет намного легче вязать. Далее вот он у нас следующий столбик. Мы вставляем крючок в середину, вытянули первый. Сюда же в середину вставили крючок, вытянули второй столбик. И вот у нас последний столбик поворота. Мы вставляем в середину, вытянули первый столбик. Сюда же в середину вставляем крючок и вытягиваем второй поворотный столбик. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее у нас вот здесь вот по прямой с вами осталось довязать 15 столбиков. Провязываем их. 1, 14 и последний 15 столбик мы вставляем крючок, вытягиваем петлю, а провязываем наш столбик нашим хвостиком. Убираем рабочую нить, берем наш хвостик, захватываем его и вытягиваем полностью. Вот видите, вот у нас ходит вот этот вот столбик, это наша рабочая нить. Можем его подтянуть аккуратненько, чтобы он был одинаковый со всеми остальными. И далее закрываем ряд. Вот он наш первый столбик ряда, вот его вершина. Вставляем крючок с обратной стороны, то есть с изнаночной, под вершину. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Вот что у нас получилось. Видите, такая незаконченная полупетелька. Далее, вот, как я и говорила ранее, перемычка. Сначала вставляем крючок под перемычку, а далее в середину вершины. Вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем на изнаночную сторону. Подтянули. И вот что у нас с вами получилось. Бесшовное, красивое, аккуратное соединение. Обратите внимание, с обратной стороны и с передней стороны у нас не формируется никаких бугорков, как если бы мы с вами закрывали любым другим способом. Далее хвостик наш убираем, он нам больше не нужен. Берем рабочую нить, с обратной стороны находим последний наш столбик, вот он откуда выходит хвостик, и вставляем крючок в последний столбик, ровно посередине. Вот таким вот образом. Обратите внимание, вот здесь вот он у нас тоже вышел посередине. То есть у нас с одной стороны есть такая перемычечка, и с другой стороны эту перемычечку играет наш хвостик. Берем рабочую нить, захватываем и вытягиваем первый столбик ряда. Далее у нас идет поворот, и как и в любом стандартном овале, круге и так далее, у нас в каждом новом ряду между прибавками добавляется по одному столбику. Итак, первый столбик прибавки предыдущего ряда мы провязываем одинарным столбиком. Раз.
А второй столбик этой прибавки предыдущего ряда мы вяжем новую прибавку. Первый столбик прибавки. И в эту же петлю вставляем крючок, провязываем второй столбик прибавки. Вот что у нас получается. Обратите внимание, наш крючок уже заходит намного легче. Далее, первый столбик прибавки предыдущего ряда мы вяжем одинарный столбик. И во второй столбик этой прибавки мы провязываем прибавку этого ряда. Первый столбик и сюда же, в серединку петельки, вставляем крючок, вывязываем второй столбик прибавки. Вот так. У нас осталась последняя прибавка предыдущего ряда. Провязываем 1 и во второй провязываем прибавку. Раз. И сюда же 2. Вот так вот будет выглядеть наш поворот. Далее у нас идет 15 столбиков по прямой до следующей прибавки. Провязываем их самостоятельно. И последний 15 столбик перед поворотом. Далее, точно так же, как и вот с этой стороны, мы с вами провязываем в первый столбик прибавки предыдущего ряда одинарный столбик, а во второй столбик прибавки предыдущего ряда мы провязываем прибавку. Первый столбик прибавки и в эту же петельку второй столбик прибавки. Вот так. Далее у нас новая прибавка. Провязываем сначала одинарный столбик, далее провязываем прибавку. Раз. И сюда же вставляем крючок и вытягиваем 2. Далее у нас третья прибавка идет. Опять в первый столбик прибавки предыдущего ряда мы провязываем 1 столбик, а в следующий столбик мы провязываем прибавку. 2. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее у нас до конца ряда осталось провязать 14 столбиков, потому что 15 у нас уже есть, мы его провязали с вами в самом начале, так как отступаем каждый ряд на шаг назад. В следующем ряду у нас с вами вот в этом моменте должно будет остаться 13 столбиков, потому что первые 2 мы провяжем с вами в самом начале. До конца ряда довязываем самостоятельно, закрываем ряд уже самостоятельно. Думаю, это мне уже показывать еще раз не придется. В крайнем случае вы можете перемотать видео, посмотреть еще раз. Но это, в принципе, очень простое закрытие ряда. И там ничего такого сложного нету. Поэтому теперь дальше все последующие ряды вы будете закрывать самостоятельно. И еще такой момент, очень часто меня спрашивают, вот вы показали, как закрыть первые 2 ряда, а дальше ничего не показали, как нам закрыть дно. Ну, точно так же, как вы закрывали все предыдущие ряды, то есть в этом моменте ничего не меняется. Ну и вот что у нас с вами должно получиться. На вот этом этапе мы с вами провязали, получается, вот этот первый ряд, это вспомогательный. Далее считаем 1-2 ряда. И давайте померяем у нас по сантиметрам, сколько это получается. Выходит у нас 21 сантиметр, даже 21,5. Теперь, смотрите, в этом видео я немного по-другому покажу. У меня уже есть одно видео на канале, где я показываю, как вязать овальное дно, чтобы у нас вот эти вот все повороты были идеально ровными, круглыми. И есть теперь еще один вариант, да, то есть, которым я стараюсь не вязать, потому что в итоге у нас получается здесь не идеальный круг, а небольшой такой ромб. И, честно говоря, мне это совсем не нравится, но большинство вяжет именно так и говорят, зачем заморачиваться, там высчитывать вот эти столбики, куда ставить прибавку, когда можно вязать вот так. Ну, давайте я вам покажу сейчас, как вязать вот таким же способом. То есть не высчитывая, не высматривая, куда сделать прибавку, чтобы у нас вот здесь все получилось идеально ровно. И посмотрим с вами в итоге, что у нас получится, какой будет результат. Теперь смотрите, отступаем на шаг назад, находим вот он наш последний столбик, вставляем крючок в середину столбика, сзади проверяем, видите, захватываем нить и вытягиваем петлю. Здесь ничего сложного, мы провязываем еще один столбик до нашей прибавки предыдущего ряда. И вот то, собственно, о чем я вам говорила, да, то есть в
каждом новом ряду мы отступаем на шаг назад, и вот у нас первые 2 столбика по прямой, которые должны идти из вот этих вот 15. То есть в конце ряда у нас с вами здесь останется 13 столбиков довязать. И вот у нас начались наши прибавки. 1 столбик и прибавка предыдущего ряда. Теперь, как я и говорила ранее, у нас в каждом новом ряду добавляется по 1 столбику между прибавками. То есть, если в предыдущем ряду у нас было 1 столбик, теперь у нас будет 2 столбика между прибавками. Итак, первый столбик мы провязываем. Далее, точно так же, как и в предыдущем, провязываем второй столбик. И теперь во второй столбик прибавки предыдущего ряда мы с вами провязываем нашу прибавку. Раз и 2. Вот что у нас с вами получилось. 2 столбика и прибавка. Далее в одинарный столбик мы провязываем одинарный столбик. Далее первый столбик прибавки предыдущего ряда мы тоже провязываем одинарный столбик. И во второй столбик прибавки предыдущего ряда мы провязываем с вами прибавку. Раз. И сюда же провязываем 2. И вот что у нас получилось. 2 столбика между прибавками. Далее повторяемся. Первый столбик. Далее второй одинарный столбик. И во второй, последний получается, столбик прибавки мы провязываем прибавку. Раз. И сюда же 2. Вот что у нас с вами получается. Далее мы довязываем 15 столбиков по прямой до следующей прибавки. Здесь точно так же мы провязываем первый столбик, второй, вот сюда прибавку. Далее первый, второй, прибавка, первый, второй, прибавка. И дальше у нас до конца ряда с вами должно остаться 13 столбиков. Провязываем их самостоятельно. Самостоятельно также закрываем ряд и переходим на вязание следующего, получается, 4-го ряда. Итак, я довязала свой 3-й ряд, закрыла его. Теперь давайте померяем еще раз. Получается у нас 23,5 сантиметра. И давайте теперь померяем ширину. У нас получается 9 сантиметров. Переходим теперь к вязанию 4-го ряда. Отделяем наш хвостик, он нам не нужен сейчас. Берем рабочую нить и начинаем вязать. Находим последний наш столбик, вставляем крючок ровно посередине, вытягиваем первый столбик, далее довязываем до нашей первой прибавки. У нас здесь получается 3 столбика, так как мы отступили на шаг назад. В прошлом ряду у нас здесь было 2 столбика, теперь 3. В следующем ряду у нас здесь будет 4 столбика перед нашими прибавками. Если вы боитесь пропустить, можете вот здесь вот в самом начале наших прибавок останавливать маркер. Теперь в этом ряду у нас добавляется еще 1 столбик между прибавками, и мы провязываем уже 3 столбика между прибавками. 2 и 3. И вот сюда, в последний столбик нашей прибавки предыдущего ряда, мы провязываем новую прибавку. Раз. И в эту же петельку 2. То есть вот что у нас получается. А далее мы снова провязываем 3 одинарных столбика и прибавку. То есть весь принцип вязания вот этого вот, да, вот такого вот дна заключается в том, что в каждом новом ряду у нас прибавляется по 1 столбику между прибавками. И прибавку мы с вами как раз делаем в последний столбик прибавки предыдущего ряда. Вот так. То есть, если видите, мы присмотримся, вот у нас первая прибавка, вот вторая прибавка, вот третья, вот 4-я прибавка. Они у нас идут вот таким вот образом. Далее мы снова вяжем 3 столбика между прибавками. 2, 3. И снова провязываем прибавку. Последний столбик прибавки предыдущего ряда. 1 и 2. И вот что у нас с вами получается. Вот такой вот овал. Далее по прямой мы провязываем 15 столбиков без изменений. Доходим
Вот здесь вот также можете поставить себе маркер, чтобы не запутаться, чтобы, если не хотите считать. Снова провязываем 3 столбика, во второй столбик от предыдущей прибавки предыдущего ряда мы вяжем с вами новую прибавку, далее снова 1, 2, 3 столбика и во второй столбик этой прибавки предыдущего ряда провязываем еще одну прибавку. Далее вот здесь вот у нас до конца ряда после последней прибавки должно остаться 12 столбиков, так как первые 3 столбика в начале ряда мы уже с вами провязали. Ну и вот такой вот очень даже, я бы сказала, простой способ, в принципе, вязания дна, овального дна, да, но он больше всего подходит именно для маленьких донышек, там, где у нас небольшое количество рядов и впоследствии не видно вот здесь вот, вот этих вот ромбов при закруглении. Если вы вяжете дно большого размера, соответственно, у вас получается больше рядов, и тогда с каждым новым рядом вот этот вот угол, вот в этом месте, где у нас идут прибавки, он будет увеличиваться, и будет это все смотреться не очень красиво. Теперь я 2 ряда провяжу самостоятельно, ну и вы в свою очередь тоже провяжите пару рядов самостоятельно и сравним с вами результаты. Ну и вот, в общем-то, то, что у нас с вами должно получиться. Я провязала, посчитаем вместе с вами, 1, 2, 3, 4, 5 рядов в высоту. В общей сложности вместе вот с этим вот вспомогательным получается 6. И вот, собственно, о чем я вам говорила. Вот эти вот прибавки у нас вылезают. И что мне больше всего не нравится, это то, что все вот эти наши 3 прибавки в итоге съезжают на одну сторону с этой стороны и на одну сторону вот с этой стороны. То есть вот здесь у нас поворот такой не очень, скажем, плавный получается, да, то есть он немного стягивается. А вот с этой стороны, куда ушли все наши прибавки, получилось, вот видите, слишком много столбиков. То есть если мы вот так вот возьмем поближе, видите, вот слишком много, кажется, столбиков. А вот здесь наши столбики получаются вот такими вот растянутыми. Это, конечно, можно попробовать вот таким вот способом решить, да, то есть натянуть их вручную в обратную сторону, потянуть это все дело, немножечко вытянуть все вот эти петельки, и наше дно приобретет более-менее ровную овальную форму. Вот так вот. Но в итоге, видите, приходится вдавливать. В итоге это все не очень красиво смотрится. Поэтому я предпочитаю вот такой вот способ. То есть у меня об этом есть на канале уже одно видео. То есть вот отсюда, например, и до сюда у нас начинаются прибавки. И мы распределяем их равномерно, чтобы наш круг, допустим, не стянуло вот здесь и не распушило, да, так скажем, не знаю, юбочкой оно не пошло вот с этой стороны. Я предпочитаю раскидывать прибавки в разные места. Если вам интересно посмотреть такой способ, как я раскидываю прибавки, то я оставлю где-нибудь вот с этой стороны, скорее всего, появится сейчас ссылочка на то самое видео, где я показываю, как вязать очередной овал, но немножко из другого размера шнура, да, то есть там 3 миллиметра, здесь мы с вами вязали 5 миллиметров. И посмотрите, определитесь, что для вас лучше, как вам больше нравится. В принципе, если вы не такой уж и прям большой перфекционист, да, и вам не важно, как это все потом смотрится, да, главное, чтобы была красивая готовая сумка, то можете вязать вот таким вот способом. Теперь давайте померяем по сантиметрам наше дно. В длину у меня оно получилось 27 сантиметров и в ширину, так, 13 сантиметров. Вы можете связать свое дно, да, то есть я уже в том видео сказала об этом, в этом видео повторюсь. То есть длина вашего дна зависит от количества вот этих вот воздушных петель, да, то есть от цепочки из воздушных петель, которую мы с вами набираем, а ширина от количества рядов. То есть если вы хотите сумку шире, естественно, у вас длина немного увеличится, но и ширина будет увеличиваться больше, да, то есть если вы продолжите сейчас вязать. Если вы хотите ваше дно, чтобы получилось длиннее, а количество рядов у вас вот в этом месте было вот таким же, да, то есть ширина была 13 сантиметров, а длина, допустим, 30 сантиметров, да, вы просто на пару воздушных петель набираете больше. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. После того, как вы выбрали нужные вам размеры донышка, связали его, теперь вот в этом моменте, прежде чем перейти на вязание, да, стенок нашей сумочки, это дно нам нужно хорошенько отпарить. И отпариваем мы вот с этой стороны, с изнаночной стороны всегда, потому что иногда бывает у нас нет возможности, не у всех есть отпариватель именно, кто-то отпаривает утюгом, поэтому иногда все это дело прислоняется, прижигается, приплавляется, шнур плавится. И после этого, после того, как мы отпарили,
мы в разные стороны подтягиваем наше донышко вот таким вот образом, расправляем наши петельки, чтобы впоследствии наше дно меньше растягивалось. То есть сейчас, вот в этом моменте, мы с вами его растянем куда нужно. И петельки, не переживайте, сильно оно не растянется, петельки в итоге встанут на место, и ваше дно будет красивым и аккуратным. Ну а теперь, скорее всего, вот в этом углу у вас должна появиться ссылочка на видео, где мы с вами продолжим вязать эту сумку. Я специально разделила это видео пополам, потому что некоторым важно именно как вязать дно, а сумку они уже будут вязать по своему усмотрению, да, то есть высота, ширина и так далее, то есть размеры дна будут разные. Поэтому, если у вас ссылочка сейчас появилась, то переходите и продолжайте вязать. Если нет, то переходите на канал, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход того самого видео следующего, где мы с вами продолжим уже вязать нашу сумку. Ну а теперь всем до новых встреч, пока-пока!